The Banner Saga — это поистине замечательная игра, пленяющая своей красотой, музыкой и историей, но она не лишена и других достоинств, с виду простая и понятная, но таящая в себе множество скрытых от обычного игрока деталей. И это боевая система. Это именно то, чем игроку придется заниматься большую часть времени, убирая в сторону чтения текста и любования картинкой. И дабы облегчить вам этот нелегкий путь познания всего опыта на собственной шкуре, я подготовил этот гайд. Он будет разделен на 3 части. Первое — основы боевой системы. Второе — типы персонажей и их прокачка. Третье — тонкости и хитрости боевой механики. Все тайм-коды указаны в описании. Сперва необходимо разобраться в самих основах, чем боевка The Banner Saga отличается от других пошаговых тактических игр. Она во многом напоминает шахматы. Если вы играли в другие пошаговые стратегии по типу Героев Меча и Магии, XCOM и тому подобное, то у вас определенно уже имеется некий опыт. Главной особенностью саги, которая отличает ее от других подобных игр, это очередность ходов. В саге каждая из сторон ходит ровно по очереди. Сначала персонаж вашей стороны, затем персонаж противника. И на это никак нельзя повлиять. За исключением одного момента. Это режим побоища, который активируется, когда у одной из сторон остается лишь один юнит. Если в другой тактической игре вы будете стараться численно превзойти оппонента для получения преимущества, то здесь это может быть лишь во вред. Ведь ослабленный противник не представляет большой опасности, но занимает место на панели инициативы, тем самым не давая более сильным персонажам противника сделать ход. Это очень важно держать в голове для понимания всей боевой системы игры. В бою персонажи передвигаются по полю разделенными на клетки. Каждый персонаж занимает определенное количество клеток. Варлы занимают 4 клетки, люди же лишь одну. Драги бывают как большие, занимающие 4 клетки, так и маленькие. Диапазон перемещения составляет от 3 до 4 клеток. Воины ближнего боя могут бить лишь своих соседей с 4 сторон. Копейщики составляют исключение. Они могут бить еще и по диагонали, а также на расстоянии в 2 клетки. Лучники стреляют на расстояние в 5 клеток по прямой. Если противник находится чуть в стороне, то стрелку придется сократить расстояние. Теперь пройдемся по характеристикам. Сила. Этот показатель отвечает за уровень здоровья персонажа, но вместе с тем и является показателем его урона. Важная характеристика для всех персонажей, ведь он напрямую влияет на их урон и выживаемость. Броня. Поглощает часть урона по силе от удара противника, тем самым являясь вторичным показателем защиты. Допустим, противник с силой в 12 единиц наносит удар персонажу с броней 10. В итоге по персонажу пройдет лишь 2 единицы урона. Когда уровень брони превышает силу атакующего юнита, то атакующий юнит получает 10% шанс промаха за каждое очко брони, превышающего силу. Пробивание брони. Этот показатель влияет на специальное действие, совершая которое персонаж может понизить показатель брони у противника, тем самым подготавливая его для дальнейшего нанесения урона уже по силе. Сила воли. Показатель, отвечающий за свободные очки действия, которые можно использовать для усиления своих действий, таких как движение, удар по силе, пробивание брони, использование специальных способностей. Она делает вас намного мобильнее и сильнее. Она не восстанавливается во время боя сама по себе, но персонаж может восстановить 1 единицу воли, если не предпринимал в свой ход никаких действий. Напряжение влияет на то, сколько единиц силы воли персонаж может использовать за раз. Напряжение напрямую коррелирует с силой воли, ведь несмотря на огромный запас силы воли, персонаж не сможет использовать ее за раз сверх своего напряжения. Поэтому их важно прокачивать в синергии. Но 1 единичка напряжения должна присутствовать у всех персонажей, это минимум. Также у каждого персонажа есть свои уникальные способности, зависящие от внутриигровых классов персонажей. Обычно это 1 активная и 1 пассивная способность. В следующих играх серии количество активных способностей увеличивается. Условно всех персонажей саги можно поделить на 3 типа. Это крушители, убийцы и универсалы. Во время прокачки показателя максимального значения той или иной характеристики недвусмысленно намекает, кто есть кто. Крушители — это те персонажи, которые обладают большим показателем пробивания брони, а также какой-нибудь способностью, также понижающей уровень брони. В их задачу входит ослабление брони у противников, чтобы дать возможность более сильным персонажам нанести урон. Нередко бывает, что эти персонажи по совместительству являются еще и замечательными танками, с высокими показателями собственной брони. В таком случае они должны не только снижать защиту, а также вырываться в гущу битвы и впитывать урон. Представителями крушителей танков являются Могр, Ивар, многострадальный Эгель, Фасольд и Грис. Крушители не танки — это Ониф, Экил и Крумор. Для всех них в первую очередь, как это ни странно, нужно прокачивать пробивание брони. Затем саму броню и немного хп. Потом в равной степени нужно прокачивать силу воли и напряжение. На 1 единицу напряжения должно быть 3 единицы силы воли. Убийцы — это те ребята, которые будут сравнивать ваших врагов с землей. У них очень высокие показатели
показатели силы. Их стоит беречь, ведь обычно уровень защиты у них не очень высок, и без должной поддержки они очень быстро рассыпаются. Поэтому не бросайте их в толпу врагов, если точно не уверены в своих силах. Не сомневайтесь, что они тут же станут приоритетной целью для ИИ. Представителями типа убийц являются лягушка Гунульф, его брат-близнец Сигибьорн, Хакон и Берси. Им стоит прокачивать в первую очередь силу и защиту, затем силу воли и напряжение. Пробивание брони можете им не улучшать, разве что только для Хакона, ведь он хорош во всем. Универсалы — это все остальные ребята. Характеристики не позволяют отнести их ни к одному из типов. Обычно они выполняют все задачи понемногу и закрывают бреши в позиции. Они могут послужить прекрасным подспорьем из-за своих мощных способностей, которые очень сильно влияют на геймплей при их правильном использовании. Им нужно прокачивать все умеренно. Некоторых вы можете заточить в крушители и компенсировать маленькие показатели в пробивании брони за счет большой силы воли и напряжения. Других же специализировать в тех же убийц. К ним относятся братья Хоган и Могун, а также все лучники и копейщики. Особняком от всех персонажей стоят маги, коих в первой части игры лишь один, и это Эйвинд. Магам важно прокачивать в первую очередь силу воли и напряжение. Вся игра магами идет через их способности, на которые требуется много силы воли. Сейчас коротко пройдусь по артефактам. В их выборе для персонажа нету ничего сложного. Необходимо опираться на основные характеристики персонажей и смотреть, к какому типу они относятся. Крушителям давать артефакты на пробивание брони, уклонение и защиту. В общем-то все то, что увеличит их выживаемость и поможет в выполнении их главной задачи. Убийцам давать артефакты на силу, криты и также на выживаемость. Универсалам артефакты требуются в зависимости от ситуации. Магам необходимы артефакты на силу воли и ее восстановление в течение боя. Теперь настало время закончить с теорией и дать конкретные практические советы по боевой системе The Banner Saga. Еще раз повторю, что ключевой особенностью боевки в этой игре является шкала инициативы. Ваша задача должна стать не убийство врагов, а их ослабление. Важно ослабить противника до такого состояния, чтобы он не представлял большой угрозы более, но тем временем все так же заполнял шкалу инициативы и отсрочивал ходы более сильных врагов. Конечно, не следуйте лишь одной формуле. Иногда требуется убить очень опасных персонажей с ультимативными способностями, которые доставляют больше всего забот. Но все-таки это основная механика, которая даст вам огромное преимущество и позволит побеждать превосходящего по силе соперника. Немаловажным аспектом является первоначальная расстановка персонажей. Сначала в очереди, затем и на поле битвы. Одним словом, позиционирование. То, как вы расставите своих персонажей, будет влиять и на их очередность хода. Первыми должны идти танки и крушители, которые снизят показатели брони соперника. После них идут убийцы, которые наносят колоссальный урон по ослабленному противнику. Хорошим решением может служить расставление своих отрядов на определенной части поля. Обычно ИИ ставит своих бойцов очень широким фронтом, и в то время как вы будете биться всей своей армией с одной половины вражеского отряда, другая будет тратить драгоценные ходы на передвижение. Держите своих ребят вместе в едином кулаке, только не позволяйте им мешать друг другу передвигаться. Также не забывайте, что нередко бывает так, что на поле брани присутствуют естественные преграды, которые не позволяют вашим противникам добраться до вас. Враги могут также стать препятствием для своих союзников. Используйте все это. В любой тактической игре позиционирование играет ключевую роль. В любом случае, будьте гибкими. Ваша расстановка может поменяться в зависимости от способностей персонажей и комбинаций. Эти комбинации лучше всего найти самому, чтобы полностью их понять. Сама игра в описании к способностям дает подсказки на некоторые связки персонажей. Вот, собственно, и все, о чем хотел вам рассказать. Остальные аспекты игры вам предстоит узнать самостоятельно. Я рассказал вам базис и главный секрет, на котором строится боевая система саги. Я выпущу еще 2 части гайда по саге, со 2-й и 3-й частью серии соответственно. Там есть некоторые дополнительные механики, которые также стоит упомянуть. Не забывайте подписываться на канал, если я вам чем-то смог помочь. Также можете поставить лайк и тем самым поддержать мой молодой канал. Мне еще есть что вам рассказать. Мира и покоя вам!